Привет, дорогие друзья! То, что анонсировал я, то и случилось. Случился ряд громких отставок, в частности в офисе президента также. И я, знаете, подумал, ну все, я понимаю, с чем это связано. Я озвучил эту мысль, рассказал о том, что, скорее всего, Зеленский защищает поле под выборы, потому что он желает быть, конечно же, вечным президентом, плюс пока что еще есть поддержка домохозяек и так далее, которые рассказывают, ну, в общем-то. Зеленский защищает поле под выборы, уже думая впрок, да, жизнь висит на нитке, думает о прибытке. Мужчины в зале, там не курите, пожалуйста. Я это озвучил, а потом передумал. И это уже успели подхватить некоторые люди, там начали тоже там размышлять, выдавать за свои мысли. А я передумал на самом деле. Потому что узнал некоторую информацию и чуть-чуть детальнее заинтересовался этими странными отставками. В частности, Кирилл Тимошенко. Рішення приймати тільки президенту. Якобы изгнан из офиса президента, хотя рассказывают, что он займет очень серьезный пост в Днепропетровской облгосадминистрации. Кто такой Кирилл Тимошенко? Кирилл Тимошенко человек, который рулил коряво, ну и сейчас рулит медийкой. Завдяки всім вам ми тримаємо інформаційний фронт. И он будет продолжать рулить по моей информации. То есть это все якобы ушел из офиса президента, якобы то, сё, 5-10. Но Кирилл Тимошенко, конечно же, человек, связанный напрямую с рядом скандалов коррупционного характера в том числе. Знайшли, придбали за кошти, які заробили до цього, я не бачу тут ніякої проблеми. Именно он подбил Зеленского встречать в свое время самолет Мрию, который был нагружен якобы гуманитаркой, которую так ждали, люди умирали, ждали этих масок, маски дорогущие. И вот он прилетает, Зеленский его встречает, а потом это все продается через гипермаркеты «Эпицентр», к примеру. Можемо дійсно собою пишатись. Вообще скандалы с гуманитаркой, многие из них ведут, если проследить, как раз таки в кабинет на Банковой. И в кабинете сидит Кирилл Тимошенко, потому что был скандал также с хищениями гуманитарки в Запорожской области. И ниточки могут привести в кабинет Тимошенко. Поначалу Тимошенко смог устоять, но его подкосила еще история с использованием «Шевролет», который передали Украине для гуманитарных целей. А он на этом шикарном «Шевроле» начал сам рассекать. Ну, потом рассказывал, что он ездил туда в зону боевых действий на нем и все такое. На самом деле, его каждый день видели мотающимся на «Шевролете» по Киеву. То есть он его использовал, просто взял для личных целей. Далее, он и здесь устоял, несмотря на то, что его качали. Сейчас не устоял по другой причине. Сейчас объясню. Вот, потом скандал с Porsche. То есть во время активных боевых действий Кирилл приобретает Porsche за 100 тысяч евро. И опять устоял, несмотря на то, что в СМИ попала эта информация, информацию качали. Устоял Кирилл Тимошенко. Не устоял губернатор Днепропетровской области. Той области, откуда как раз Кирилл Тимошенко начинал свой путь в политику. Потому что в Днепропетровской области много лет депутатом его папа. Почему с Резниченко это случилось? Можно предположить, да? Фишка в том, что он собирался восстанавливать Херсон, ездил с Зеленским, все остальное, но его погубила близкая к телу спутница фитнес-тренер, которая освоила миллиард на большом строительстве, на том самом, который курирует Тимошенко. В декабре назначается новый замминистра по развитию общин и территории Украины Василий Лозинский. Это друг премьера Шмыгаля. Министерство при этом решили объединить с Мининфротранспортом. Спустя месяц его задерживает НАБУ за получение взятки в 400 тысяч долларов. Как рассказывают, взятка связана с покупкой Украины генераторов. Того, от чего очень зависят люди, которые сейчас сидят без света. Его хлобучат. На самом деле, надо объяснить, что это не какой-то там особый случай, 400 тысяч долларов ему принесли. Он к этому относился как к рутине. Похоже, что ему каждый день заносили по 400 тысяч долларов, а может быть и дважды в день. Вместе с Лозинским кабинет министров уволил еще 2 заместителей. Лукеря, это был ответственный за большое строительство, и Негоду, потерял должность из замминистра соцполитики Музыченко. Дело в том, что под Шмыгалем также качается кресло. Именно по этой причине он издал Лозинского, по моей, конечно же, непроверенной информации, потому что удар должен был прийтись по нему, по Шмыгалю. Не может быть иначе, потому что он несет ответственность за этого человека, за это направление. Шмыгаль его сдает, но теперь, по моей информации, может попасть и Шмыгаль под раздачу. Такой достаточно скучный премьер-министр, но тем не менее, скоро он может отправиться
погулять, как минимум. Уволен заместитель генерального прокурора, который на машине, предоставленной украинским мутным олигархам, отправился в Марбелью отдыхать за счет олигарха. Готовится еще ряд увольнений. Почему они готовятся? Может быть, это чистка. Тут надо не путать грешное с праведным. То, что Шмыгаль сдал этого человека, который, конечно же, заносил наверх, читай, Шмыгалю, говорит о том, что кто-то может нанести серьезный удар. Кто же этот кто-то? Может быть, украинское сообщество, громадская думка и так далее. Не очень. Все начало сыпаться буквально с одной доминошки. Просто она была последней каплей. История с Министерством обороны. Вот оно, вот альфа и омега. И объясню почему. То, что Зеленский окружил себя коррупционерами, то, что он сам коррупционер, это понятно всем на Западе. Но при этом, когда это понятно настолько явно, что произошло? Да, журналисты выявили закупки Минобороны просто по завышенным ценам. Я рассказал про то, что они ремонтируют старые зилы по 150 тысяч долларов, ремонт одного зила. Они не увидели границ, то есть все, рамки были потеряны, красные линии стерты и погнали воровать так, как перед смертью. Если бы они разворовывали украинский бюджет, это одно, это можно. Но фишка в том, что они воруют. Смотрите, Резников, министр обороны Украины, это не просто человек с улицы, это лично человек Зеленского. Это его квота, это его назначение. На таких событиях, как Рамштайн, Резников лично представляет Зеленского. Резников по квоте Зеленского. Он близок к главе офиса президента Ермаку. Зеленский посчитал, что сдать Резникова, а его надо сдавать. Против фактов не попрешь, хотя они пытаются, да? Это значит сдать и Ермака тоже. И плюс сдать самого себя, потому что, повторяю, это человек Зеленского. И Зеленский сделал то, что он не должен был делать совершенно. Ввиду того, что советует ему, опять-таки, Ермак, пчелы не могут быть против меда, поэтому Ермак не мог ему посоветовать ударить по Ермаку. И потому Резникова начали отмазывать, и это была фатальная ошибка. Смотрите, начали травить чуть ли не правоохранителей на самих журналистов. Сейчас ищут стрелочников, заместителей, которые приняли бы на себя политическую ответственность. Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности говорит, что приведенные журналистами цифры не соответствуют действительности. Угрожает натравить СБУ за недостоверную информацию. Резников тоже отмахивается. Это все манипуляции монополистов, сеющие недоверие к Министерству обороны в ответственный такой момент. Я уже не говорю, что параллельно с этим происходит еще один удар. И опять по окружению Зеленского. Потому что человек, которого уличили в покупке особняка в центре Киева в войну, зампредседателя парламентской фракции «Слуга народа» Павел Халимон. Ранее он уже светился в схемах, но постоянно избегал наказания. По моему мнению, все эти громкие отставки, равно как и вдруг пиарные, чисто технологические заявления о том, что теперь там чиновникам нельзя будет выезжать за границу и так далее, это делается с одной целью – сместить фокус внимания общества, которое начало раздувать эту тему, на что-то другое. Зеленский сейчас может придумать все, что угодно. Его офис сейчас активно думает еще что такое придумать. Кого-то где-то, может, взорвут сейчас, еще что-то. Может, Москва сейчас поможет, какую-то глупость совершит. Но фишка в том, что им надо убрать фокус внимания с Министерства обороны. Министерство обороны — это лебединая песня Зеленского. Если учесть, что к Ермаку, который оберегается Зеленским, были давние вопросы со стороны Штатов, со стороны депутата Палаты представителей, которая постоянно его напрягала. Если учесть, что к нему были вопросы и по вагнеровцам, и по другим темам, если учесть то, что постоянно муссировался слух о том, что Ермак, сотрудничает не только с украинской властью, грубо говоря, да, его надо было давно убрать. Но Зеленский не может убрать того, кто вкладывает ему 99% мыслей в голову. Он его начал оберегать, и это фатальная ошибка. Минобороны, Ермак — это ошибки Зеленского. И приведут они
к самым неприятным для него последствиям. Смотрите, перед Новым годом в Политико написали, что даже когда россияне вторгаются в твою страну, это не повод делать обратные шаги в борьбе с коррупцией, очень мягко говоря. Итак, мы понимаем, что за всю коррупцию Министерства обороны несет ответственность Резников и лично Зеленский, потому что Резников это человек Зеленского, это назначенный Зеленским человек, это человек близкий к Зеленскому. За всех эшелонированных воров высокого уровня несет ответственность лично Зеленский. И он их покрывает. Отставки каких-то попок или псевдоотставки каких-то попок вопрос не решают. А вопрос, да вы догадались, в американцах. Ибо ниоткуда ему он не мог ожидать ниоткуда удара, кроме как со стороны американцев. К сожалению, в европейском сообществе не поднимается вопрос, какие именно деньги регулярно отправляет в черную коррупционную дыру Урсула фон дер Ляйен миллиардами. 1, 2, 3. Потому что европейские налогоплательщики этим не интересуются. Я не знаю почему. Наверное, очень хорошая жизнь. Год от года все лучше. Да? А вот с американцами все немножко иначе. Именно Ермак подсунул Зеленскому Резникова и еще главу таможни для того, чтобы воровать. Но за Ермака даже в этом случае уже не спрятаться. Их надо было убирать сразу. А Зеленский их отмазал. Тут получается вилка. Потому что если он их не уберет, получается, что он стоит за этой коррупцией. И он это признает. Если он их уберет, тогда все станет слишком очевидным. Нифига себе. Так это получается вот на таком уровне разворовывали средства, которые направляли в Украину американские налогоплательщики, в частности поддерживая ваше Министерство обороны в войну. Ого! Та же самая история и с НАБУ. НАБУ просто поблаблакали что-то, когда общественность их вынудила. Они что-то там сказали, какой-то провели брифинг, да? Нет. Они должны были заводить уголовные дела и проводить аресты. И теперь получается также вилка. Смотрите, если НАБУ арестовывает этих людей, перед тем же западным налогоплательщикам просто раскрывается колоссальная коррупция на самом высшем уровне, в высших эшелонах власти. Если НАБУ этого не делает, НАБУ ставленники Штатов, получается, что НАБУ никакой не правоохранительный орган, который должен следить за тем, чтобы происходила борьба с коррупцией в деле, когда дело касается американских денег. А НАБУ этого не делает. Тоже вилка получается. Получается, НАБУ действует с точки зрения политической целесообразности, а не ловит воров. Почему для Штатов это очень важно? И почему Зеленский, по сути, наступил на мину с этими скандалами? Смотрите. В Штатах очень серьезное отношение к выделению средств налогоплательщиков. Это влияет на политическую расстановку сил в Соединенных Штатах Америки. То бишь человек, который Зеленскому, к примеру, продавливает выделение средств Киеву, а потом выясняется, а уже все, от этого уже никуда не деться, что в Киеве эти деньги разворовывались. Этот человек, если он продолжит, к примеру, курировать выделение средств, значит он в теме, в доле. Значит, он украл наши средства. Не просто он ошибся или что, а он в доле и в теме. Можно во всяком случае так предположить. Крест на политической карьере. В Штатах очень острая политическая борьба. Она происходит постоянно. И только стоит оступиться кому-то, как его моментально заклюют, забьют ногами. Выходит, что люди, которые вчера целовали Зеленского, могут быть в теме коррупции. Им плевать на то, что-то с моральную точку зрения, еще что-то. Еще хочу подчеркнуть. Зеленский мог бы выйти на площадь и просто убить какую-то старушку, к примеру, на Майдане Независимости. Под видео, под камерой, потом изнасиловать какую-то проходящую мимо девушку. Ничего бы ему не было. Потому что это не касается американского налогоплательщика. А вот это касается. И этим, конечно же, воспользуются противники той или иной стороны. И тот, кто целовал Зеленского, совсем не хочет, чтобы его обвинили в том, что он курирует и покрывает воров. Сейчас там очень обеспокоены, но больше обеспокоены на Банковой и думают, что же сделать вот с этой ситуацией. Ибо Зеленский сейчас может стать просто нерукопожимаемым, потому что он возглавляет коррупцию, и этот коррупционер ворует деньги американских налогоплательщиков.
не рукопожимаем, и все. Мы ошибались. Вот давайте заменим его на другого человека. Понимаете? Я еще раз повторю. Все равно на моральные какие-то аспекты, на то, ходят там нацисты, не ходят там нацисты, про то, что он может бабушку изнасиловать на Майдане Независимости. Это все плевать. Но в канун непрекращающейся политической борьбы в Штатах не плевать на выделение средств тем, кто их ворует. А Министерство обороны Украины ворует эти деньги. Возглавляет его вор, близкий к Зеленскому. Курирует его вор, близкий к Зеленскому. Так может ли Зеленский быть не при делах? Мог бы, если бы моментально их уволил нафиг, да еще и посадил. Но он уже этого не сделал. Поэтому ждем следующих шагов. Пока. Странная ситуация, когда надежда в этом случае только на Штаты. Пока. Well, Mr. President. Where is our money?